Автовокзал Варшава-Заходня. Сюда каждый день прибывают рейсы из Беларуси. Железнодорожное и авиасообщение остановлены. Вот и добираются по старинке автобусами. Этот приехал в Польшу из Бреста. У каждого, конечно, своя судьба. Но объединяет этих людей то, что они покинули Беларусь, чтобы наконец-то перестать бояться. Можно говорить, что на уме и не бояться последствий. Большинство из них начинают в Польше новую жизнь и даже ведут успешный бизнес. Кирилл, привет, не могу сейчас разговаривать, давай вечерком созвонимся. Денис Герасимчик открыл в Варшаве свою автошколу. Трудно, колесит целыми днями. Однако понимает, после того, как мир увидел страшные кадры массовых арестов и пыток в 2020-м в Беларуси, жить там он больше не смог бы. Мы все надеялись, и когда мы увидели эту потрясающую жестокость, просто людей избивали, превращали в животных просто, как какие-то существа, не люди. Для белорусов это был огромный шок, и он до сих пор остался. Это травма наша, с которой мы, не знаю, когда мы с ней справимся, потому что ощущение бессилия. Ничего не хотелось, опускались руки, не хотелось ни работать, ничего не делать. Теперь он дает работу таким, как сам. В его польской автошколе все инструкторы или белорусы, или украинцы. Живи Беларусь! В самой Беларуси даже эти слова под запретом считаются экстремистскими, как и любые попытки выразить свое мнение, пусть даже лайком в соцсетях. А сейчас, простите меня, людям дают сроки за комментарии в интернете. Мой хороший товарищ, удивительно, вот только вышел, 7 дней я сидел за просто там какой-то лайк, на что-то поставил. Все. Режим настолько завинтил гайки, что проблемы будут не только если у тебя увидят флаг, такой как в машине у Дениса, но даже сочетание цветов в одежде. Тот, кто собирается ехать в Беларусь, всем советую, так, не берите там носки красно, чтобы были белые, не берите там, чтобы цвет, например, юбка девушки будет белая, а майка будет красная. Это невозможно, это просто сразу, может быть даже срок. Это приравнено к экстремистской символике. Евгений Мазура по таким законам Лукашенко уже давно бы сидел в тюрьме, если бы находился в Беларуси. У него весь парикмахерский салон бело-красный. Он тоже в Польше начинает жизнь с чистого листа. Вот это наш салон. Мы открыли его около 8 месяцев назад. Когда открывали, была такая идея создать какой-то такой уголок для белорусов. Поэтому мы сделали интерьер в наших национальных бело-красно-белых тонах. И вот здесь у нас наш национальный герб погоня. Парикмахерское дело пришлось осваивать, не поверите, директору хоккейного клуба. На родине, в городе Орша, на нем поставили клеймо «неблагонадежный». Так и сказали, политическая позиция расходится с возможностью работать в белорусском спорте. Казалось бы, спортсмен, человек с остальными нервами, но атмосфера страха и на него наложила отпечаток. Когда я приехал в Польшу только-только, было очень такое необычное чувство, потому что у нас в Беларуси милиция передвигалась на таких микроавтобусах обычных гражданских. То есть, и они просто останавливались и задерживали людей на улицах. И здесь первое время, недели 2, я ловил себя на мысли о том, что я боюсь микроавтобуса. Он освоился и нашел себя в Польше, но все равно мечтает вернуться, как и большинство белорусов. Только вот вернуться совсем в другую Беларусь, свободную и без Лукашенко. О судьбах тех, кто вынужден был покинуть страну, опасаясь преследований, о настоящей Беларуси, где за красивым фасадом скрываются коррупция, ложь и политические преследования, смотрите в новом проекте «Лица свободы» в эту субботу в 5 часов вечера.